Good day. Добрый день. Apologies for just now. I thought that was without further ado, I'll jump straight to where we left off at the 8 steps. Right. Давайте перейдем туда, где мы остановились, то есть к программе 8 шагов. So I'm going to apply some of what Rostov Todorov have went through along with the 8 steps. Я поговорю немного о том, через что прошел Тодор, наряду с программой 8 шагов. To give you a better context of how it's being applied in Russia. О том, чтобы ввести вас в контекст того, как можно это применять в России. So during the strategic direction, in the context of Rostov Todorov, в ходе стратегического взаимодействия, если мы говорим о контексте Ростов-Тодора, we need the leadership of Rostov Todorov needs to identify, right, what is the problem and what do they need to resolve. Руководству Ростов-Тодора необходимо определить, где лежит проблема и как ее можно решить. And in there, road safety, right, is one of the biggest problems on federal roads, right? А это прежде всего безопасность на дорогах в масштабе всей страны. So that is when we gather the leadership and to agree that is this the strategic direction, is this the target that we're going to solve. И именно здесь необходимо лидерство. Здесь мы определяем стратегическое направление, здесь мы определяем именно эту цель, которую мы хотим достичь. Because with that, we know that resources are limited. Поскольку если мы опустимся на уровень ниже, мы увидим, что ресурсы-то у нас ограничены. And therefore, some departments would have to understand resources will be diverted to the priority areas. Поэтому руководителям некоторых департаментов нужно будет понять, что ресурсы будут отвлечены на приоритетные области. So with that, you have already created buy-in from the senior leadership on a common goal. Поэтому мы уже с этим обеспечили вовлеченность высшего руководства и ее связь с нижестоящими подразделениями. So the picture in Malaysia context, our CEO is communicating with the ministers of the cabinet of Malaysia. Сейчас немножко из контекста Малайзии. Здесь наш руководитель беседует с членами кабинета министров Малайзии. So we use this session to identify and agree on national key economic areas to focus on. На этой встрече мы определили ключевые области развития национальной экономики Малайзии. So once we have obtained the buy-in from the senior leadership, we will move into the next step. Заручившись поддержкой высшего руководства, можно перейти к следующему этапу. So the next step is called the labs. Следующий этап называется labs или лаборатории. Okay. What is a lab? A lab is a multi-stakeholder environment where stakeholders from all respective industries that's related to the issue will come together to look for solutions for the problems. И лаборатория – это то место, где заинтересованные стороны со всех отраслей экономики собираются для того, чтобы рассмотреть общую для них проблему. So in Rostov Todorov, we wanted to solve road safety. So we invited every stakeholder that's related to road safety to be in the room to brainstorm and to solve a specific problem. В случае с автодором это безопасность дорожного движения, безопасность на дорогах. Поэтому в нашу лабораторию мы пригласили все заинтересованные стороны, которые могут внести свой вклад в решение этой проблемы. So unlike normal steering committees or normal meetings, был создан руководящий комитет. This is a very intense brainstorming sessions. Руководящий комитет собирается на заседание, которое можно назвать по-настоящему интенсивным мозговым штурмом. So participants from both the public and the private sectors were invited to a 6 weeks full-time lab. Заседания лаборатории проходили непрерывно в течение 6 недель. Это был полный рабочий день, и участвовали представители как государства, так и частных структур. And in there, with 40 key stakeholders and 40 smartest people in the room. Можно сказать так, что там были представлены 40 представителей ключевых заинтересованных сторон, это были 40 умнейших людей. They have dedicated their efforts and time into resolving only one objective, which is the objective set up in step number 1, which is road safety.
На этих встречах они уделяли все свое время и все свои ресурсы и решению единственной проблемы, которая была определена на первом этапе, а именно безопасность дорожного движения. So discussions were robust. Now you see it's very busy. There are many parallel discussions happening. People were debating and arguing, trying to agree on a common solution. Дискуссии проходили весьма оживленно. Вы видите, они проходили параллельно за несколькими столами. Люди пытались прийти к настоящему решению. And after the 6 weeks lab, no, we don't produce plans. We produce detailed programs. После этих 6-недельных заседаний лаборатории мы не создаем каких-то планов, мы представляем детальные программы. So these programs will contain projects to be executed, action items within each project, the timeline to start and to end. В каждой программе расписаны ключевые действия, которые необходимо предпринять. В каждой программе указаны даты и ресурсы, выделяемые на это. The project owners, the people who are responsible for implementing, and the specific targets that they have to meet, all defined within the 6 weeks. В течение 6 недель по каждому проекту были определены собственники этого проекта и ключевые цели, которые необходимо достичь по окончанию проекта. So with this process, you have actually syndicated with all the key stakeholders, and everyone has agreed on the specific initiative or task at hand. Благодаря этому процессу был создан своего рода синдикат между ключевыми заинтересованными сторонами в решении проблемы, и все стороны согласились с поставленными задачами. So once we have agreed on the solutions and how are we moving forward, we then go into the open days. После того, как мы согласовали решения, которые нам необходимы, и поставленные даты, мы переходим к открытым данным. So what is an open day? An open day is a session or forum where we would take external inputs for those who have not been in the labs, who do not have the opportunity, to provide feedback and to see whether these solutions are relevant or not. Открытые дни, это под открытыми днями мы подразумеваем заседания, которые проходят в свободном формате, на которые мы приглашаем людей, не участвовавших в заседании лаборатории. То есть мы получаем какой-то вклад извне. So this is a way of how government increase public engagement and break down the barriers of transparency. Right? Таким образом, мы достигаем вовлечения общественности в эти проекты и параллельно разбиваем барьеры на пути к прозрачности. So Rosavtoda is currently at this stage, and we are preparing for the open day on the 6th of December. Сейчас Росавтодор прошел первый этап, и мы готовимся к открытым дням, которые начнутся 6 декабря. And on behalf of Rosavtoda, everyone here is invited to come to the open day and experience it yourself. И от имени Росавтодора я приглашаю вас прийти на эти открытые дни и на практике почувствовать, что это такое. So all you need to do is go to the website of Transportation Week and register. От вас требуется только выйти на веб-сайт транспортной недели и зарегистрироваться там. So what happens after the public engagements when you have concluded everything? А что происходит после того, как мы подключили к решению проблемы общественности? We want to cement these commitments from the leadership. Мы хотим затвердить или зацементировать те обязательства, которые приняли на себя наши руководители. And therefore we publish the plans, the targets and the solutions. And we publish them in books called the roadmaps, and we distribute them to the mass publics. Мы публикуем книги, которые называем «Дорожные карты». В них содержатся планы, даты и предлагаемые решения. И они становятся общедоступными. And these plans are very detailed. You can see it's 600 pages, so it contains every single detail. Планы весьма подробные. Они могут содержать до 600 страниц, и все мельчайшие детали расписаны. So for those who are very hardworking and they would like to read a lot, they can read the original detail plans. Для любителей чтения они могут ознакомиться с оригинальным планом, то есть с этими 600 страницами. For the senior management who don't have time, we have a summary. Но, естественно, у крупных руководителей на это время нет, для них мы готовим резюме. For those who are too lazy to read, no, we have a YouTube video where you can go on YouTube and listen to it when you're on the bus. Ну, для тех, кто ленится читать, мы подготовили материалы в YouTube, они могут там посмотреть.
Well, the whole objective is to communicate. We want to over-communicate instead of under-communicate. As governments, we should always over-communicate on our initiative and plans. Главная коммуникация. Лучше больше коммуницировать, чем меньше. Это должно быть лозунгом любого правительства. That will also instill commitments from the leadership to deliver, because now they are pregnant, in a sense, so they have to deliver. Пока мы еще ожидаем обязательств от наших руководителей, пока они их продумывают еще. So this is the first 4 steps, is the planning stage of the methodology. Вот это первые 4 этапы планирования методики. So the next 4 stage is the implementation that I referred a while ago. Следующие 4 этапа или 4 шага – это реализация. And 90% of our time, our effort in PEMANDU is spent on 5, 6, 7, 8, this step. 90% нашего времени будет уделено. Minister. Для того, чтобы обеспечить подотчетность, мы установили ключевые показатели эффективности для каждого министра. And these initiatives and these KPIs are tied to initiatives that are being developed in the labs. А эти ключевые показатели, они привязаны к инициативам, которые разрабатываются в лаборатории. And at the end of every 6 months, the Prime Minister will evaluate the performance of his cabinet minister. По окончании 6 месяцев премьер-министр оценивает результаты работы каждого из министров кабинета. And the same scorecard is made available on an online dashboard that's accessible over the entire public service. Используется одна и та же скор-карта, и она доступна в открытом доступе. Yeah. Therefore, it's very transparent. We know which minister is number 1 and which minister is number last. Процесс абсолютно открытый, и мы можем определить, кто из министров достиг наибольшего успеха, а кто занимает последнее место по эффективности. So with a KPI monitoring system, you are able to anticipate problems. При наличии системы ключевых показателей эффективности можно предположить, что возникнут проблемы. Because with projections and trajectories, like all of you would have known as project managers, Вы знаете, что любые планы, которые строите, могут не реализоваться. it triggers intervention when the projections are off, Когда ожидания завышены, необходимо вмешательство. and it allows an avenue to discuss and to problem solve these issues. И это позволяет исполнителям обсудить и рассмотреть свои проблемы. So the role of PEMANDU in this process Роль нашей организации в этом процессе is to facilitate the discussions between ministries. Упростить обсуждение между различными министерствами. If 2 ministers could not agree, Если 2 каких-то министра не могут прийти к согласию, we go up to the Prime Minister. мы выходим на уровень премьер-министра. So it's all about decision making with adequate information and data. Речь сводится к принятию важных решений при наличии соответствующих данных. So this is just a structure of how a delivery unit is being structured, and PEMANDU acts as a mediator, right, between the senior leadership and the implementation ministries. Ну вот расписана структура наших действий и роль посредника между министрами и премьер-министром. Okay, and we are just a catalyst in the entire civil service. We are not implementers, just catalysts. Наша роль сводится к роли катализатора. Мы сами не исполняем эти планы. Мы катализируем работу государственных чиновников. So we are on our 7th year of the transformation program in Malaysia. Мы сейчас уже на 7-м году реализации программы изменений в Малайзии. And to build in sustainability, we are slowly transferring the responsibilities back to the civil service because they have worked with us for 7 years and now they understand the methodology and the way to operate. И понемногу мы перекладываем ответственность за методику со своих плеч на плечи государственных чиновников. Они с нами работали 7 лет и уже усвоили эти принципы. Okay, so step number 7 is all about validation and audits, independent audits. Этап 7, он сводится к валидации и независимому аудиту или независимой оценке. So one of our panelists did mention that the public does not believe information or data from the government. Один из докладчиков сегодня упомянул, что общественность не верит той информации, которая исходит от членов кабинета. Therefore, we got a third-party auditor to come and audit every single result. So there's an auditable trace
to all the results Поэтому that we мы claim. используем независимого аудитора для оценки каждого достигнутого результата. And we have invited international panelists to come and review and to comment to see if our programs were relevant or we are doing the right things to achieve those targets. Мы приглашаем иностранных специалистов, которые независимо посмотрели бы нашу программу и сказали бы нам, правильно мы ли движемся или что-то стоит исправить. And finally, the scorecards of the ministers were published in annual reports, just like how the private sectors would do it. И, наконец-таки, 8-й этап – это когда скор-карта каждого министерства публикуется в открытом доступе. Not only we communicate the good, we also communicate the bad and the ugly. Мы доносим новость не только о хорошем, но и о плохом, и даже об уродливом. Right. Due to limitation of time, I'll stop here. But I think they will share the materials with you on all the other materials that we have. Thank you very much. Времени мало, поэтому я прекращаю свое выступление здесь. У организаторов есть их материал, они ими с вами поделятся. Спасибо. Большое спасибо, господин Тео. Малазийские коллеги будут у нас здесь сегодня весь день. Можно в кулуарах задать им вопросы, потому что тема действительно интересная. Ну, а мы продолжаем. И